Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 30 мая 2026 года, и я предлагаю вам сейчас посмотреть и оценить то видео, которое вчера, 29 мая 2026 года, выпустила дочь убитой Ирины Фарион, София Особа. В ее видео вообще-то мы можем уловить нотки угроз. Вот давайте внимательно его прослушаем, просмотрим, о чем же нам повествует София Особа. Итак, вперед. Слава Україні! 29 травня 2024 року Ірина Фаріон виграла суд щодо незаконного звільнення з Львівської політехніки. Поновити Фаріон Ірину Дмитрівну на посаді професора кафедри української мови Національного університету Львівська політехніка з 24 листопада 2023 року. Щаслива, що право існує окремо на політику. Це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. Ну вот, это первое, о чем нам рассказала София Особа, что 29 мая 2024 года Ирина Фарион была восстановлена в должности профессора кафедры украинского языка Львовской политехники. И, как об этом заявляет София Особа и Ирина Фарион, это было справедливое решение суда. Я не согласен с таким решением суда. Ну, это мое личное мнение, и это решение нужно было бы и обжаловать дальше. Ну, например, в кассационной инстанции, чего не сделала Львовская политехника. О чем говорится в решении суда, которое я досконально прочитал, изучил. Там говорится о том, что поступок Ирины Фарион, имеется в виду оскорбление русскоговорящих военных ВСУ на почве языковой неприязни, он является аморальным. За этот аморальный поступок Ирина Фарион и была уволена из Львовской политехники. И суд, в общем-то, апелляционной инстанции, он таки подтвердил, что поступок был аморальным. Но там есть еще вторая часть в Трудовом кодексе. То есть этот поступок должен быть настолько аморальным, чтобы быть несовместимым с пребыванием дальнейшим в должности преподавателя, в должности профессора. Так вот, с этим суд не согласился. Вообще-то, наше право, оно исключительное полномочие признания того или иного поступка аморальным дает исключительно работодателю, то есть Львовской политехнике. А в данном случае суд узурпировал полномочия работодателя и начал сам оценивать поступок. Правда, он не оценил его как бы не аморальным, но он сказал, что это аморальный поступок, но совместимый с дальнейшим пребыванием в должности профессора кафедры. Это, как говорится, полный трэш судейский, но что есть, то есть. Поэтому назвать такое движение правильным направлением я бы не рискнул. То есть это движение суда было неправильное, незаконное, и его следовало бы обжаловать. Смотрим дальше. Не йдеться про мене, ще раз.
Йдеться про те, щоб працювали закони, щоб ніхто не дозволяв собі під тиском зверхників ці закони змінювати. Тому я дякую колегії суддів за таке обґрунтоване рішення. Чи покарані ті, хто цькував Ірину Фаріон? Ні. Чи вони відчувають, що на їх руках кров Ірини Фаріон, що призвело до жорстокого вбивства у Львові? Ні. Чи вони мають бути покарані? Так. Вот, друзья, о чем говорит София Особа. Она говорит о мести. То есть она говорит, что те люди, которые виновны в увольнении Ирины Фаріон с должности профессора Львовской политехники, должны быть отомщены. То есть она не успокоилась вот тем решением, несправедливым, с моей точки зрения, решением суда. Она не успокоилась, и она считает, что именно вот эти люди, которые виновны в том увольнении, в возбуждении уголовного дела против Ирины Фаріон, они должны быть отомщены. Смотрим, кому хочет отомстить, кому призывает отомстить София Особа. Ці всі імена, хто поплюжив Ірину Фаріон, пам'ятайте, видно історії. А Ірина Фаріон – це національна постать, герой України. Але вам цього не осягнути. Я думала, що пані Фаріон набагато розумніша і людяніша, ніж вона виявилася. Це коротко вам відповідь на всі питання і дії, які були після цього інтерв'ю. Це агонія, чи це що було? Крім того, відреагував омбудсман Дмитро Лубінець. Ось що він написав у своєму телеграм-каналі. Особисто звернувся до відповідних органів державної влади, Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування. З правоохоронним органам, тому що, як всі його знають того, що вона все ж таки або працює, або в певному сенсі надає допомогу ворогу, створюючи всередині у нас змінні конфлікти зараз, коли ми всі маємо навпаки об'єднуватися. Чим вам допомогти? Ну вот, друзья, вот мы видим, что София Особа призывает отомстить Енине Соколовой, омбудсмену, который обратился к правоохранительным органам, Максиму Жорину и министру образования Лисовому. Кто еще, да? Это звучит угрожающе. И это действительно угроза, по всей видимости, уровень или предел этого отмщения София Особа видит в убийстве этих людей, этих виновников, кого она считает виноватыми в оскорблении, в унижении Ирины Фаріон, выразившегося в ее увольнении из Львовской политехники за аморальный поступок, несовместимый с дальнейшим пребыванием в должности преподавателя. Маленькі чоловічки, які вирішили повоювати з Іриною Фаріон. Слухайте, хлопці, не зі мною ви воюєте. Ви воюєте з ідеєю української нації, яка невмируща, я минуща.
Але після мене прийдуть ще сильніші. Слово моє. Ти єдина зброя. Ми не повинні загинути обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на каті. Тому до перемоги, товариство, і до вічного вбивці звідчі. Ну вот, то есть звучат призывы к отмщению. По всей видимости, уровень этого отмщения – это убийство всех виновных. И, в общем-то, говорится о том, что тот, кто воюет против Ирины Фарион, он воюет против идеи украинской нации. Но я тоже с этим не соглашусь, потому что идея украинской нации совсем состоит в другом, чем то учение, которое несла Ирина Фарион. Ее учение – это этнонациоцентризм, а украинская нация – это нация граждан Украины, всех национальностей. Поэтому война с Ириной Фарион не является войной против украинской нации. Можете со мной согласиться. Если не согласны, комментируйте, мы обсудим это в рамках моего YouTube канала. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. К победе!